Германия начала проект, который на первый взгляд кажется совершенно непонятным. Они выкапывают песок из Балтийского моря. В этом проекте много загадочного, и на первый взгляд кажется, что он не имеет очевидного смысла. Но если копнуть глубже, выясняется, что за этим стоит нечто большее, чем просто перемещение песка. Так зачем же Германии понадобилось вытаскивать тонны песка с дна Балтийского моря? На первый взгляд кажется, что песок — это просто строительный материал. Однако реальность гораздо сложнее и интереснее. Песок — это универсальный ресурс. Он используется не только в строительстве, но и в производстве стекла, электронной техники, а также в нефтяной и газовой отраслях. Но для Германии песок из Балтийского моря имеет особое значение. Они считают, что эти подводные ресурсы помогут улучшить экономическое положение страны и открыть новые возможности для развития инфраструктуры. Здесь возникает главный вопрос: почему именно Балтийское море стало целью этого загадочного проекта? Ответ кроется в уникальных свойствах и качестве песка, который находится на дне этого моря. Он чистый, тонкозернистый и подходит для многих промышленных нужд. Песок из Балтийского моря может помочь Германии снизить зависимость от импорта песка из других стран, что в долгосрочной перспективе принесет значительную экономическую выгоду. Но этот проект — это не только про песок. Он также касается вопросов регионального развития и модернизации инфраструктуры. Выкапывание песка может способствовать созданию новых рабочих мест и улучшению социальной структуры в прибрежных зонах. Кроме того, с помощью этого проекта Германия стремится продемонстрировать свои технические ноу-хау и инновационные подходы к использованию природных ресурсов. Это не просто добыча песка, а стратегический шаг в сторону устойчивого развития и укрепления экономической независимости. Есть и другой аспект. Германия планирует использовать добытый песок для укрепления своих береговых линий, чтобы защитить их от подъемов уровня моря и других климатических изменений. В последние годы вся Европа сталкивается с проблемами эрозии берегов, и Балтийское море не является исключением. Поэтому проект по выкапыванию песка также направлен на защиту природных ресурсов и экосистем. Однако то, что действительно интригует, это возможные скрытые мотивы, которые могут стоять за этим проектом. Германия, возможно, использует песок как стратегический ресурс в международной политике. В условиях глобальных изменений климата и острого дефицита ресурсов контроль над таким важным материалом, как песок, может дать Германии значительное преимущество на мировой арене. Какими бы ни были истинные мотивы, одно можно сказать с уверенностью: этот проект привлекает внимание не только местных жителей, но и всех, кто интересуется тем, как страны разрабатывают и реализуют сложные национальные стратегии. В то время как Германия выкапывает тонны песка, другие страны наблюдают за этим с любопытством и, возможно, немного завистью. Теперь, когда мы разобрались с первопричинами этого загадочного проекта, возникает вопрос о том, какие экологические последствия он может повлечь за собой. В следующих частях мы подробнее рассмотрим, как выкапывание песка может отразиться на экологии Балтийского моря и какие технологии применяются для реализации такого амбициозного замысла. Балтийское море — это не просто водоем, а важная экосистема, играющая ключевую роль в жизни множества организмов. Оно является домом для множества видов рыб, морских птиц и других животных. Так что же произойдет, если люди вмешаются и начнут выкапывать песок со дна? Одним из основных опасений являются потенциальные экологические последствия, которые может повлечь за собой такой грандиозный проект. Давайте разберемся, к чему это может привести. Когда мы говорим о выкапывании песка, важно учитывать, что это не просто простая операция. Каждая нелепая манипуляция с морским дном может нарушить хрупкое равновесие, существующее в этой экосистеме. Балтийское море имеет собственные природные процессы и циклы, которые поддерживают состояние стабильности. Извлечение крупных объемов песка может разрушить естественные обиталища многих морских видов, изменяя их кормовые базы и способы размножения. Результатом может стать уменьшение численности рыбы, что в свою очередь повлияет на все пищевые цепочки в регионе. Кроме того, процесс выкапывания песка неизбежно приводит к вздутию взвесей в воде. Это значит, что тонны мелких частиц поднимаются в столб воды, что может привести к изменению прозрачности моря. Это оказывает негативное влияние на фотосинтез водорослей и других растений, которые нуждаются в солнечном свете для выживания. Нарушение баланса светопроницаемости может вызвать значительные изменения в составе морской флоры, а это, в свою очередь, может повлиять на всю экосистему. Еще один аспект, который вызывает озабоченность, это шум. Тяжелая техника, используемая для добычи песка, производит сильные звуковые волны, которые могут дезориентировать морских животных, в особенности морских млекопитающих, таких как дельфины и тюлени. Эти существа зависят от звуковых эхолокаций для ориентации и охоты, и нарушение их звукового ландшафта может иметь катастрофические последствия. К тому же, стоит помнить о возможных химических загрязнениях.
Любая операция по извлечению природных ресурсов несет риск загрязнения воды химическими веществами, используемыми в процессе добычи, или даже нефтью и топливом от работающей техники. Такое загрязнение может иметь долгосрочные последствия не только для морской жизни, но и для качества воды в регионе, что повлияет на всех, кто зависит от этого моря. Но, несмотря на все эти риски, Германия утверждает, что предпринимает все возможные меры для минимизации негативных воздействий. Они внедряют инновационные технологии и тщательно исследуют экологические последствия каждого этапа проекта перед его началом. Во многом это происходит благодаря стремлению к устойчивому развитию, которое стало важной темой на международной арене. Они пытаются балансировать между своими экономическими интересами и необходимостью защиты окружающей среды. В любом случае, этот проект вызывает бурные дебаты среди экологов и ученых, многие из которых выражают озабоченность о возможных непредсказуемых последствиях. Как бы то ни было, будущие поколения будут оценивать успех таких инициатив не только по экономической прибыли, но и потому, как мы заботимся о нашей планете. Следующий шаг на разобраться, какие технологии Германия используется, чтобы поднять тонны песка и как они планируют минимизировать свое влияние на наш общий дом. Чтобы поднять тонны песка с дна Балтийского моря, Германия внедрила одни из самых передовых технологий, доступных в области добычи ресурсов из морских глубин. Это не просто вопрос использования гигантских экскаваторов или дреджеров. Каждый этап этого проекта требует тщательной координации и применения инновационных инструментов, которые могут работать в сложных морских условиях. Основной метод, который используется для выкапывания песка, это гидравлическое дноуглубление. Этот процесс включает в себя использование больших труб, которые засасывают песок со дна и перекачивают его на поверхность. Этот метод позволяет добывать материал на глубине целых нескольких десятков футов под водой, не создавая при этом значительных волн или повреждения окружающей среды. Однако это требует мощных насосов и трубопроводных систем, которые могут выдерживать огромные нагрузки и давление. Дополнительно в проекте задействованы автономные подводные транспортные средства, которые работают практически как подводные дроны. Они оснащены высокотехнологичными сенсорами, позволяющими им сканировать морское дно и точно определять, где находятся богатые запасы песка. Эти транспортные средства могут работать на глубине и в условиях плохой видимости, что делает их незаменимыми в этом проекте. Они не только помогают в поиске оптимальных мест для добычи, но и контролируют состояние морского дна, помогая минимизировать экологическое воздействие. Но даже самая продвинутая техника нуждается в людях, которые могут с ней работать. Команда инженеров и операторов, задействованных в этом проекте, прошла специальную подготовку, чтобы освоить технологии, используемые для выкапывания песка. Эти специалисты контролируют все аспекты добычи, начиная с установки оборудования и заканчивая текущим обслуживанием и проверкой на безопасность. Интересно, что этот проект также включает использование компьютеров и программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта, которые анализируют данные в режиме реального времени. Эти системы помогают предсказывать направление и силу морских течений, изменения в погоде и даже поведение местной фауны, что позволяет минимизировать риски и оптимизировать процесс добычи. Но Германия не остановилась на этом. В проекте используются новейшие экологически чистые катера, которые работают на электродвигателях, снижая выбросы углекислого газа в атмосферу. Это часть более широкой стратегии по уменьшению экологического следа от проекта. Такие меры соответствуют международным стандартам по охране окружающей среды и являются частью обязательств Германии по борьбе с изменением климата. Тем не менее, несмотря на все эти технологические достижения, проект по добыче песка из Балтийского моря продолжает вызывать дискуссии и споры. Одни утверждают, что это важный шаг на пути к технологическому прогрессу и экономическому развитию, другие же поднимают вопросы об устойчивости таких методов и их долгосрочном воздействии на окружающую среду и биоразнообразие. Стоит помнить, что каждое решение, принятое в ходе этого проекта, тщательно взвешивается на основе исследований и анализа данных. Проект открыт к диалогу с общественностью и экспертным сообществом, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и учитывать мнение всех заинтересованных сторон. Пока что трудно сказать, каковы будут окончательные результаты этого амбициозного проекта. Однако ясно одно: Германия делает все возможное, чтобы применяемые ими технологии не только служили их интересам, но и поддерживали международные усилия по защите нашей планеты. Впереди еще много работы и обсуждений, но уже сейчас можно увидеть, как инновации в добыче ресурсов становятся частью нового мирового порядка. Что еще предстоит сделать и какие альтернативы могут появиться в будущем, мы разберем в следующих частях. Балтийское море не случайно оказалось в центре внимания, когда Германия начала свой амбициозный проект по добыче песка. Хотя на планете есть множество мест, откуда можно было бы добывать этот ценный ресурс, именно Балтийское море было выбрано для такой масштабной операции. Почему Германия решила обратить внимание именно на это море и каковы другие возможные источники песка? Начнем с того, что Балтийское море предлагает уникальные геологические и экологические условия, которые делают его особенно привлекательным для добычи песка.
Песок на дне Балтики отличается высоким качеством. Он чистый, мелкозернистый и практически не содержит примесей, что делает его идеальным для многих видов промышленного использования. Это особенно важно для производства стекла, где качество песка играет решающую роль в конечном продукте. Такой песок может быть также использован в высокотехнологичных производственных процессах, требующих определенных физико-химических характеристик материала. Кроме того, сама география Балтийского моря делает процесс добычи песка более экономически выгодным. В отличие от других морей и океанов, Балтика относительно мелководна, что снижает затраты на извлечение ресурсов из-под воды. Это позволяет использовать менее мощное и дорогостоящее оборудование, чем, скажем, для аналогичных операций в Атлантическом или Тихом океанах. Таким образом, несмотря на затраты на установку и поддержание инфраструктуры, процесс добычи песка становится более рентабельным. Важно отметить и то, что Балтийское море имеет историческое значение для Германии и других стран региона. Веками оно было важным торговым и культурным центром, и многие государства, окружающие Балтику, имеют глубокие исторические связи с этим морем. Германия, выбирая Балтийское море в качестве источника песка, также стремится подчеркнуть свои исторические и культурные связи с регионом, в который она инвестирует. Еще одним фактором является политическая и экономическая стабильность региона. В отличие от других потенциальных источников песка, где могут возникнуть геополитические конфликты или экономические сбои, страны вокруг Балтийского моря имеют устойчивые политические системы и долговременные экономические стратегии. Это делает сотрудничество между странами более предсказуемым и безопасным для долгосрочных проектов. Но что насчет других источников песка на планете? Теоретически песок можно добывать практически в любом месте, где его много, будь то пустыни, реки или другие морские шельфы. Однако многие из этих мест имеют свои ограничения и вызовы. Например, пустыня Сахара содержит огромное количество песка, но его зерна слишком округлые из-за ветра, что делает его менее пригодным для использования в строительстве. Реки же часто имеют гравий и другие примеси, что повышает стоимость очистки материала. Океанские шельфы, такие как в Атлантике или Индийском океане, могут предложить большие запасы песка, но их добыча сталкивается с проблемами глубоководных технологий и высокими экологическими рисками. В этих местах процессы добычи могут повлиять на крупномасштабные морские экосистемы, что вызывает сильное сопротивление со стороны экологов и местного населения. Кроме того, транспортировка песка из отдаленных мест может значительно повысить стоимость проекта, делая его экономически нецелесообразным. Таким образом, выбор Балтийского моря как источника песка становится логичным шагом, сочетающим экономическую выгоду, политическую стабильность и стратегическую значимость. Германия стремится использовать этот проект не только для улучшения своей инфраструктуры, но и для демонстрации своей способности внедрять устойчивые и инновационные методы добычи природных ресурсов. Продолжаются дебаты о том, насколько долгосрочные проблемы могут возникнуть в результате такого рода добычи песка. Но Германия уверена, что преимущества перевешивают потенциальные риски и работает над тем, чтобы минимизировать свое воздействие на окружающую среду. Важно подчеркнуть, что выкапывание песка из Балтийского моря – это не только про экономику, но и про стратегическое планирование и международное сотрудничество. Это проект, который может изменить подход к использованию природных ресурсов в глобальном масштабе и задать новые стандарты для будущих поколений. Дебаты вокруг проекта по выкапыванию песка из Балтийского моря охватили широкие круги общественности, вызывая разнополярные мнения и эмоции. На одной стороне баррикад находятся сторонники проекта, видящие в нем возможность для Германии укрепить свою экономику и продемонстрировать мировое лидерство в инновациях. Однако противники высказывают серьезные опасения по поводу возможных экологических и социальных последствий. Давайте разберемся, что говорят те и другие. Сторонники проекта утверждают, что это отличный шанс для Германии занять стратегическую позицию на рынке природных ресурсов. Они считают, что добыча песка из Балтийского моря позволит снизить зависимость страны от импорта аналогичных материалов и даст толчок к развитию местной экономики. Для многих жителей прибрежных зон этот проект означает создание новых рабочих мест и возможность для улучшения инфраструктуры региона. Факт, что Германия стремится минимизировать экологические риски, внедряя передовые технологии и придерживаясь строгих стандартов, также успокаивает значительное число граждан. Они видят в этом пример устойчивого развития, позволяющего эффективно использовать природные ресурсы без ущерба для окружающей среды. Но не все так радужно, когда речь заходит о критиках проекта. Экологические организации и ученые высказывают обеспокоенность по поводу потенциального ущерба морской экосистеме. Каждый этап добычи песка может нарушить хрупкое равновесие в Балтийском море, повлиять на флору и фауну, а также привести к изменению береговой линии. Повышенный шум от техники и риск загрязнения водной среды вызывают тревогу у местных жителей и защитников природы, которые опасаются за судьбу морских животных и птиц. Они считают, что короткие экономические выгоды не могут оправдать длительные экологические последствия. В некоторых случаях противники проекта даже организуют протесты и кампании, чтобы привлечь внимание к своим опасениям.
Они требуют большей прозрачности от властей и компаний, участвующих в добыче песка, и настаивают на проведении независимых исследований, которые помогут понять реальные риски и последствия этого проекта. Эти группы также акцентируют внимание на альтернативных методах добычи песка, которые могут быть менее инвазивными и разрушительными для экосистемы Балтийского моря. Стоит отметить, что политические силы активно включились в обсуждение этого вопроса. Некоторые партии и движения используют проект как платформу для продвижения своих экологических инициатив и политических агент. Они стремятся привлечь внимание к более широким вопросам охраны окружающей среды и устойчивого развития, надеясь, что их голос будет услышан. Для них проект по выкапыванию песка становится символом более крупных проблем, таких как изменение климата и необходимость перехода к возобновляемым источникам энергии. С другой стороны, представители бизнеса и индустрии подчеркивают значимость проекта для поддержания конкурентоспособности Германии на международной арене. Они указывают на то, что инвестиции в технологии и добычу песка могут открыть новые рынки и создать дополнительные возможности для кооперации с другими странами. Некоторые эксперты считают, что проект может вдохновить другие нации на внедрение более продвинутых и экологичных методов добычи ресурсов. Таким образом, общественное мнение разделено, и обсуждение продолжает привлекать внимание как на местном, так и на международном уровне. Споры вокруг этого проекта подчеркивают сложность баланса, который необходимо соблюдать между экономическим развитием и защитой окружающей среды. Германия находится на передовой этого диалога, пытаясь найти компромисс и показать пример другим странам. Независимо от того, чему отдадут предпочтение политики и какие решения будут в итоге приняты, ясно одно. Проект по добыче песка из Балтийского моря стал катализатором для пересмотра подходов к использованию природных ресурсов и стимулировал обсуждение важности устойчивого развития на глобальной арене. Это тот редкий случай, когда общественное мнение может реально повлиять на большие политические и экономические решения, задавая тон дискуссиям о будущем нашей планеты. Когда речь заходит о выкапывании песка из Балтийского моря, естественным образом возникает вопрос, кому на самом деле принесет выгоду этот проект? Чтобы в полной мере понять его экономическую значимость, нужно взглянуть на несколько ключевых групп и секторов, которые могут извлечь преимущество из этой инициативы. В первую очередь, проект предоставит значительные выгоды строительной и производственной отраслям Германии. Добытый песок станет основным сырьем для производства бетона и стекла, что поддержит стабильный рост строительного сектора и удовлетворит спрос на инфраструктурные проекты. Промышленные компании, использующие песок в производственных процессах, тоже ощутят положительный эффект. Этот ресурс является основой для широкого спектра продуктов, от микрочипов до солнечных панелей, что делает его важным компонентом для высокотехнологичных отраслей, на которые Германия делает серьезную ставку. Кроме того, локальная экономика в прибрежных районах Балтийского моря получит значительный толчок к развитию. В процессе реализации проекта будут созданы тысячи рабочих мест, начиная с этапа добычи и заканчивая транспортировкой и логистикой. Это особенно актуально для небольших прибрежных сообществ, где может наблюдаться нехватка рабочих мест. Развитие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта, также способствует улучшению качества жизни в этих регионах. Не стоит также забывать о возможных международных выгодах. Германия, будучи крупной экономикой Европейского Союза, может укрепить свои позиции на мировом рынке природных ресурсов. Контроль над таким стратегически важным сырьем, как песок, может увеличить ее влияние в международной торговле, предоставляя возможность для заключения выгодных контрактов и партнерств. Это, в свою очередь, может укрепить европейскую экономику в целом, так как Германия играет важную роль в интеграции и координации экономических стратегий региона. На фоне глобальных изменений климата и попыток перехода на возобновляемые источники энергии, добыча и рациональное использование природных ресурсов становятся все более значимыми. Те фирмы, которые смогут вовремя адаптироваться к новым условиям и внедрить устойчивые методы производства, получат конкурентные преимущества. Германия, лидирующая в инновациях и технологиях, может стать моделью для других стран, задавая стандарты для устойчивого экономического роста. Однако проект не лишен и экономических вызовов. Несмотря на обещания о минимизации негативного экологического влияния, потенциальные риски для экосистемы могут потребовать дополнительных инвестиций в меры по восстановлению окружающей среды. Это требует от участников проекта тщательного планирования и учета возможных последствий, что может стать дополнительной статьей расходов. Учитывая такие факторы, инвестиционная привлекательность проекта может колебаться в зависимости от его конечной экономической эффективности. Также стоит учитывать возможные тарифы и налоги, которые могут быть введены для регулирования добычи песка на фоне общественных беспокойств и экологических дебатов. Эти финансовые барьеры могут повлиять на общий доход от проекта, требуя от компаний поиска обходных путей для увеличения прибыльности. Несмотря на все вышеперечисленное, для Германии проект добычи песка из Балтийского моря может стать примером того, как национальные экономические интересы могут быть сбалансированы с международными обязательствами по сохранению окружающей среды.
При правильном подходе это может стать успешной моделью устойчивого развития, объединяющей экономику и экологию для создания более зеленого будущего. Таким образом, выгода от проекта распределяется по многим направлениям, от промышленности до местных сообществ и международной торговли. На будущее этот проект может задать вектор для новых форм кооперации и инновационных разработок, ориентированных на устойчивое использование природных ресурсов. И хотя впереди еще много работы и обсуждений, уже сейчас можно сказать, что это важный шаг для Германии и, возможно, для всего мира в направлении создания более устойчивой и успешной глобальной экономики. Проект по выкапыванию песка из Балтийского моря, инициированный Германией, обещает внести значительные изменения как на локальном, так и на глобальном уровне. И хотя многие детали остаются под вопросом, ожидаемые изменения и последствия уже вызывают интерес и дискуссии. На внутреннем уровне Германия надеется использовать добытый песок для укрепления своей инфраструктуры и поддержки строительной отрасли. Это не только поспособствует экономическому росту, но и поможет модернизировать многие аспекты национальной экономики. Строительная отрасль в Германии будет обеспечена высококачественным сырьем, что важно для реализации масштабных инфраструктурных проектов. Это также позволит стране сократить зависимость от импорта песка, что станет важным шагом к увеличению экономической независимости. Однако помимо экономического роста, проект может привести к серьезным экологическим изменениям. Возможно, необходимо будет применять новые методы восстановления экосистем для устранения последствий выкапывания песка. Научные исследования и разработки в области экологической реабилитации могут стать новой сферой активности, которая потребует дополнительных инвестиций и инновационных подходов. Тем не менее, это также может открывать двери для новых технологий и методов охраны окружающей среды, которые в будущем могут быть применены и в других странах. На международной арене этот проект может стать важным катализатором для пересмотра подходов к использованию природных ресурсов. Германия, как одна из ведущих стран Европейского Союза, может задать новый стандарт ответственности и устойчивости, который повлияет на международные экономические соглашения и партнерства. Контроль над стратегическими ресурсами, такими как песок, может улучшить позиции страны в глобальной торговле и способствовать укреплению связей с другими государствами. Однако не стоит забывать о возможных негативных реакциях со стороны других стран и глобальных организаций. Проблемы, связанные с изменением климата и защитой окружающей среды, становятся все более актуальными, и любые проекты, которые могут повлиять на экосистемы, будут внимательно изучаться международным сообществом. Германия должна будет работать в тесном сотрудничестве с другими странами и организациями, чтобы убедиться, что ее действия соответствуют международным стандартам и обязательствам. Еще один потенциальный результат проекта – это стимулирование инноваций в области технологий добычи и экологической устойчивости. Немецкие компании могут стать пионерами в разработке и внедрении новых решений, которые помогут минимизировать воздействие на окружающую среду и улучшить процесс добычи природных ресурсов. Эти новые технологии могут быть использованы в других странах, что станет важным вкладом в глобальные усилия по устойчивому развитию. На фоне всех этих изменений Германия также может показать пример того, как национальная политика может гармонично сосуществовать с международной стратегией. Это не только про экономическую выгоду, но и про создание более устойчивого мира. Германия станет примером для других стран, демонстрируя, как можно добиваться экономических целей, не забывая об ответственности перед нашей планетой. Проект Германии по выкапыванию песка из Балтийского моря Басиуши – это шаг в будущее, где экономическое процветание и экологическая устойчивость могут идти рука об руку. Внимание к деталям, ответственное управление ресурсами и сотрудничество с международным сообществом станут ключевыми факторами в успехе этого амбициозного начинания. Сложности и преграды не избежать, но если Германия сумеет справиться с ними и достичь поставленных целей, это может стать важной вехой на пути к более ответственному и устойчивому глобальному развитию.